Сегодняшнее видео будет о том, как остановиться в аэропорту в Дохе в транзитном отеле абсолютно бесплатно, если время вашего транзита составляет больше, чем 8 часов. Меня зовут Марина, и я сейчас путешествую из Москвы в Австралию, и время моего транзита получилось около 22 часов. Я лечу катарскими авиалиниями, и, соответственно, я стала думать, чем заняться в Дохе, какой отель забронировать, какие лучшие варианты. Я обнаружила, что катарские авиалинии предоставляют жилье бесплатно. Оно не предоставляется автоматически. Поэтому, если вы хотите забронировать такой отель, вам нужно на сайте, я оставлю ссылку, прямо оставить заявку с датой, когда вот вы летите и когда вам нужен такой отель. Вчера ночью в 10 часов я прилетела. И мне нужно было найти какую-то стойку информации, где я пыталась, в общем-то, узнать, куда мне нужно идти вот с этим вот бронированием. Я его заранее распечатала. Куда идти было непонятно. Нужно идти по указателям Qatar Transfer Desk. И вот самый первый такой, вот эту вот стойку информации Qatar Transfer, которую вы видите, нужно подойти сразу к ним. Я видела ее еще перед тем, как пройти вот этот вот security контроль, но я думала, ладно, сейчас пройду. Все равно это где-то будет внутри располагаться, и потом разберусь. Но на самом деле из-за этого мне пришлось потом выходить из этой зоны, потому что нужно было найти такую стойку и потом снова пройти security контроль. В общем, 2 раза я съездила еще на поезде из северной части аэропорта в южную. В общем, было то еще приключение. Итак, что нужно сделать в сухом остатке? Значит, найти стойку Transfer Desk Qatar. Если вы не можете ее найти, вы подходите к стойке информации и спрашиваете, и они вас отправляют. В зависимости от доступности и загруженности этого жилья вам будет предоставлен отель либо внутри аэропорта, внутри вот этой транзитной зоны, как сейчас в данном случае у меня, либо они могут вам предоставить даже отель в самом городе. Комнату, которую мне дали в отеле, очень мне понравилась. Она супер комфортная, есть все, что необходимо, она достаточно просторная, тропический душ, много-много места. Тут у меня небольшой бардак уже, конечно же, образовался. Вот отсюда видно зал аэропорта. Но это все прекрасно закрывается шторами, и даже вторыми шторами blackout. И я сегодня спала просто без задних ног. Также мне выдали вот такие вот ваучеры на еду. Общая сумма 150 катарских рупий. Ну, 1 или 2 раза можно будет поесть. И вот это-то я как раз сейчас и хочу выяснить, потому что я поспала, сейчас утро. У меня еще остается примерно 11 часов до моего перелета. Я планирую найти один из указанных здесь в ваучере ресторанов, покушаю. И потом у меня созрела такая идея, что я хочу все-таки съездить в центр города и сходить на местный базарчик. Я не помню название этого базарчика, поэтому я где-нибудь вот тут напишу, чтобы не коверкать. И давайте сейчас найдем ресторан. И также я попутно покажу аэропорт. Он невероятно большой, здесь столько всего есть, здесь очень красивый сад, можно будет покататься на поезде. Я еще разбираюсь с тем, как мне выйти из транзитной зоны, потому что в отеле мне сказали, что я могу сохранить за собой номер до 6 вечера. То есть можно оставить там все свои вещи, поехать погулять в город и вернуться спокойно, принять душ, собраться, ничего с собой не таскать. Я хочу так и сделать. Единственное, мне сейчас не очень понятно, как мне выйти из вот этой вот транзитной зоны. Но наверняка выход какой-нибудь найдется. Возможно, мне снова придется использовать стойку информации. А пока пойдем искать ресторан. Кстати, вот стойки информации выглядят вот так. Я по карте хочу сейчас найти. Так, вот я нахожусь вот здесь. Я сейчас снимала вот эту скульптуру. И я хочу найти ресторан, который называется Red Grill. Мне нужно будет спуститься вниз, туда, где стоит, получается, вот эта вот экибана. Я ее сейчас вижу, вот она. Там где-то и будет тот самый вот Red ресторан. Итак, в этом красном ресторане я сейчас потратила 2 ваучера по 50 рупий, чтобы заказать себе яйца Бенедикт и капучино. Все вместе вышло на 95 рупий, ну и как бы
остальные вот эти 5 они невозвратные, либо, если, допустим, ты можешь заказать чего-то больше, тебе просто нужно будет доплатить. Но я решила, что этого будет достаточно на завтрак, и таким образом у меня на потом остается еще один ваучер 50 рупий. Я думаю, что, может быть, ближе к вечеру перед посадкой я что-нибудь перекушу, но там нужно будет уже доплачивать, скорее всего, потому что, немного всего можно себе позволить, скажем, на 50 рупий. Это получается примерно 21 австралийский доллар. Итак, что мне удалось выяснить? Для того, чтобы покинуть транзитную зону и выйти в город, мне нужно сейчас сесть на поезд. Я сейчас нахожусь в зоне C, это, видимо, терминал C, и нужно ехать по указателям Gates A, B, то есть нужно использовать поезд, тут всего одна остановка, и потом доехать и найти Immigration или Baggage Claims, то есть идти по указателям, нужно пройти через паспортный контроль, чтобы поставили штамп. У меня 2 паспорта, русский и австралийский, и оба эти паспорта, они дают визу по прибытию, поэтому проблем быть не должно. Мне рекомендовали вернуться как минимум за 2 часа до отправления своего рейса, но я планирую вернуться пораньше. Вот, я сейчас иду по указателям на поезд. И нужно проехать одну остановку. Там всего одна остановка, не заблудишься. Моего рейса на табло даже еще нет. Он будет только в 8 вечера. А вот так вот выглядит вход в поезд. И этот поезд уже подъезжает. Мы доехали до южной станции. И теперь просто следуем указателям на выдачу багажа. Мне также рассказали, что в метро, например, или в такси можно платить картой, но я думаю, что, наверное, я все-таки сниму местных денег на всякий случай, тем более, что я собираюсь на базар. Я так понимаю, что мы идем в Трансферс, это туда, куда я вчера ходила, и как раз там были указатели на Immigration, чтобы выйти. Но люди молодцы, они помогают, все объясняют, и даже если там будешь ходить как идиот, так, на 2-й этаж сказали ехать. Если ты будешь ходить как идиот, тебе все равно подскажут, куда тебе идти. Пошлют тебя куда-нибудь. Вот, поэтому я надеюсь, я пришла туда. Да, все правильно, вот написано выдача багажа, поэтому просто идем по указателям. Я наконец-то вышла уже на выход. Надо пройти паспортный контроль, потом идти на выход по зеленому коридору. Мне по зеленому, потому что мне ничего не надо было декларировать. И сейчас я иду по указателям на метро, но меня смущает то, что метро почему-то не подсвечено. Басс, видите, подсвечено, а метро нет. Оно вообще работает. Написано вроде как идти наверх. Я пойду попробую, потому что туда, куда мне надо, можно сесть на красную ветку метро и доехать без всяких пересадок, и потом чуть-чуть пройтись. Так, в общем, я шла по указателям, дошла до вот этого табло, и вот здесь как раз мне нужна красная ветка, то есть я нахожусь вот здесь, а мне надо доехать до вот этой станции. Снова идем вниз. Вообще нет никого просто вокруг, что заставляет меня немножечко сомневаться. Вообще я правильно иду, но по указателям вроде все верно. Вот такие красивые сооружения уже можно увидеть снаружи. Короче, чтобы попасть на метро, надо долго-долго идти. Я нашла банкомат, сняла 100 местных рупий. Это примерно 50 долларов на всякий случай. В принципе, я так понимаю, что можно платить картой, но, например, на рыночке, если мне что-то захочется купить, мне кажется, кэш – это, наверное, более интересный способ и, возможно, более такой, кэш точно всегда работает. А по поводу карты, там бывают проблемы. Сняли с меня еще 10 рупий за то, что эта карта выдана в Австралии. Нужно купить карту. Я возьму дневной проезд на одного взрослого. Нажимаем Pay. Я хочу заплатить наличкой. Вставляем банкноту. Ну что ты?
Может, тебе не нравится. Максимум... он не может мне дать сдачу с этого. Окей, давайте тогда заплатим картой. Короче говоря, со второго раза у меня все получилось, и мне дали билетик. Вот такой стандартный на один день. Я счастливый обладатель карты. Я так понимаю, что мне теперь сюда. Итак, чтобы пройти, проходим. Чтобы добраться до поездов, нужно спуститься опять вниз. Добралась я наконец до заветной. Плюс use this part of the platform to board trains. Короче, у меня такое ощущение, что я в каком-то мире постапокалипсиса. Просто нет никого. Поезд какой-то только что проехал мимо. Сказано, что поезд, видимо, через 23 минуты, что ли. Через 11 минут, получается. Но я клянусь, только что проехал поезд. И самый прикол, что я вот тут вообще одна. И это как-то жутковато, честно сказать. Ну ладно, буду ждать 11 минут. В итоге пришел поезд. Здесь важно не перепутать вагоны, потому что есть вагон для бизнес-класса, есть вагон для семьи, то есть там прям написано family, и есть вагон стандарт. Короче, я села в стандарт. Буду надеяться, что все пройдет успешно. Not to leave their belongings unattended. Все прошло благополучно. Первый вагон был для бизнес-класса, второй вагон был для семей, и вот третий стандарт, и там в основном были одни мужчины. Даже как-то сначала я начала себя чувствовать немного некомфортно, но никаких липких там взглядов, что вот я одна женщина тут сижу. Ничего такого, то есть все очень приличные, очень скромные, в вагоне очень чистенько. Я стала себя чувствовать увереннее, когда зашла одна женщина в вагон, и она села прямо рядом со мной. Хотелось бы сказать, возможно, это будет излишне для кого-то, возможно, как бы вы и так это понимаете, но просто Катар – это мусульманская страна. И мы должны, уважать культуру и обычаи. Естественно, не стоит надевать мини-юбку, когда отправляешься в такую страну. Во-первых, это может быть оскорбительно для людей вокруг. Во-вторых, ты можешь просто нажить себе каких-то неприятностей. И, это просто неуважительно. Поэтому я в футболке, в длинных штанах и очень себя комфортно чувствую. И вот сейчас я иду на рыночек, который работает до 12:30. Сейчас время 11. Я надеюсь, что я еще все успеваю. Мне нужно пройти где-то минут 10-15 пешком. Я сейчас прогуляюсь, и я уже вижу указатель на вот этот рыночек, который мне надо. Что не может не радовать, понимаешь, что ты идешь правильно. Вот он. Смотрите, какая граффити классная. Мне очень нравится, что все так стилизовано в восточном стиле, и несмотря на это современно, все очень удобно, как-то интуитивно понятно. Так, вот мне нужно идти на Саук-Вакиф. Простите меня, если я произношу это неправильно. Я простояла на светофоре минут 5, не поверите. Местные, похоже, перебегают дорогу просто так, во всяких неположенных местах. А я стою, жду, когда зеленый загорится. Думаю, мало ли, какие у них тут правила. Вдруг меня тут сейчас оштрафуют где-нибудь или еще что-нибудь. А еще, я совершила просто фатальную ошибку. Я забыла очки в отеле, и солнце довольно сильное. Но не очень жарко, кстати, и, похоже, я уже подхожу к этому рыночку. Хотела я держаться главной улицы, на всякий случай, но на самом деле это невозможно. Смотрите, как классно внутри. Тут какие-то, видимо, кафешки, но пока все закрыто. Я не знаю, смогу ли я сейчас пройти туда, куда я направляюсь, с закоулками, или нужно будет вернуться. Очень колоритно и прямо красиво, необычно все это выглядит. Чисто по-восточному.
Я сюда пришла вот чисто ради интереса, ради экскурсии. Не то, чтобы мне что-то сильно надо, но если я увижу что-нибудь прям супер интересное, я думаю, что я не удержусь. Очень-очень много, в основном, всяких ресторанов. Мало еще что открыто, но вот можно пойти подстричься. Или купить сувенирчиков, магнитиков, лампу Аладдина, если хотите. Красивые вот эти всякие ресторанчики и постройки. И везде висят фонарики. Везде висят вот такие фонарики. Подхожу к какой-то странной фигуре. Фигура похожа на большой палец. Вон там куча кальянов стояла. Пока вообще все заброшено. Ну и время даже еще не обеда. Вот что означает этот палец? Кис-кис-кис. Прикиньте, можно даже лодку купить. Пожалуйста, лампы большие, маленькие. Очень колоритно. Good price. Good price? Yeah. Is it like a jewelry box? Jewelry box, yeah. How much is this one? This one normal price 445. Okay. After discount 250. Okay, so you give me discount straight away? Bigger, medium, small. Different price, different size. This is very big. This is a good name size. here, Arabic name, English name. Ah, yeah? Yeah. Is it like a Yeah. in this- grey? Yes, this one for pan, another gray for a machine. Aha, okay. 60 riyal. 60. Yeah. You're giving good discount. So what is this for? For like Aladdin. oil? Yeah, I know like Yeah. Aladdin, like Oil. oil, Yeah, like possible. aroma oil or something like Yeah, this. like oil, anything you possible use. Oh, for like- gin. Yeah, like for decoration. Where are you from? Russia Ah, and Australia a little bit. Just flying to Australia now. oh, it's gonna be long flight. It is 15 hours. Oh Thank my you. God. Thank you very much. Welcome. Goodbye. See you again, Marina. See you. Очень много всяких духов, каких-то аромамасел, много. Я просто иду, вот чувствую, мне уже несколько раз предложили. Одежду, я думаю, рассматривать не стоит. У нас все-таки немножко разная мода. Очень много всяких блестящих тканей. Тот случай, когда хочется что-нибудь купить, раз уж пришел, ты как бы не знаешь, что. Тут много всего интересного. Очень легко потеряться. Я уже вообще не помню, откуда я начала. С этого рынка даже уходить не хочется. Особенно вот эта вот, знаете, атмосфера какого-то, я не знаю, средневекового восточного базара с такими как глинобитными домиками, с соломенными крышами. Очень-очень интересно, и просто хочется тут гулять и все разглядывать. Написано «Разогреватель алкоголя», а я думала, у них тут это сухой закон. Офигеть, какие большие
Господи, я даже не знаю, что это такое. Это какие-то блюда? Или это... Я даже не знаю. Слушайте, напишите, если знаете, что это. Очень много вот здесь всяких таких емкостей. Может быть, это что-то для воды. Возможно, они как-то запасают воду, либо они готовят просто в таких вот огромных штуках. Я стараюсь как-то не очень снимать женщин. Почему-то мне кажется, что это некультурно. И я снимаю либо просто вот витрины, либо себя. Hello. Это камера. Ко мне только что подошел ребенок и такой: о, а что это такое? Тычет в камеру. В общем, да, стараюсь не снимать женщин и как-то вот вообще, не снимать сильно людей. Если они попадают в кадр, то хорошо. Для нас-то хорошо, но просто как-то мне кажется, это не очень этично. Я прошла сувенирную туристическую часть, попала на какую-то барахолку, потом вышла с этой барахолки, и там, кстати, еще можно было купить всякие приправы, очень интересно они выглядели. И сейчас я просто в каком-то птичьем раю, или я уж не знаю, как это назвать. В общем, тут, похоже, продают всяких канареек, попугаев. Я сейчас подумала, а может быть, это какие-то бойцовые петухи? Может быть, у них популярные петушиные бои? Или что-то типа того. С этой стороны кукарекают петухи. Вот они, пожалуйста. Бедняги, тесно вам в клетке. Тут уже какие-то золоченые клетки такие. Видимо, они очень любят птиц, я не знаю. Киса. Кс-кс. Красотка. Цыплятки. Я вот иду, а птицы все не кончаются и не кончаются. И я не понимаю, почему так много птиц. Вот здесь есть голуби, пожалуйста, голуби. Я думаю, что здесь еще прогуляюсь немножечко, и потом, может быть, догуляю до моря, посмотрю на какие-нибудь небоскребы, хотя сами по себе небоскребы, они как бы мне не сильно-то интересны. Но в целом любопытно посмотреть на местную восточную архитектуру. Наконец-таки я определилась со своим выбором. В общем, я купила одну рюмку, такая металлическая. Я, наверное, потом покажу, потому что мне уже все упаковали. Одну шкатулку, где сделали гравировку с моим именем. Я попросила выгравировать Марина на арабском. Он мне еще потом сделал скидку на ложку, поэтому я купила 2 сувенирных ложки с надписью «Катар». В общем, я довольна. И еще мне сказали, чтобы я продолжала улыбаться. Еще парень один рассказал, что здесь где-то есть шатер с верблюдами и с лошадями. И я иду его искать. Боже мой! Я нашла верблюдов. Их тут целая куча. Я уже думала, что я их не найду, что я куда-то пошла не туда и где-то заблудилась. Такой концентрации верблюдов в одном месте я еще не видела, конечно. Надеюсь, ты не будешь в меня плевать.
все предлагают такси, останавливаются, и тур по городу. Но мне не нужен никакой тур по городу, честно говоря. Я тут сейчас сама погуляю и поеду. Я уже начинаю уставать. А если учесть, что меня еще ждет впереди 15-часовой перелет сегодня, я думаю, что мне надо будет вернуться в отель, в аэропорту, немножечко отдохнуть. А еще очень хочется пить, но я пока не нашла никаких магазинов или кафе. Просто чтобы попить, потому что достаточно жарко сегодня. Хотя, кстати, несмотря на то, что на улице примерно 28 градусов, за счет того, что воздух очень сухой, вот эта жара ощущается нормально, в принципе, легко. И тем более, судя по всему, от моря идет такой бриз. То есть, в принципе, прямо приятно. Но пить все равно хочется. Честно говоря, я запарилась стоять на вот этих светофорах. Ты просто жмешь эти кнопки, жмешь, а они как были красные, так и остались. Я не понимаю, как здесь можно перейти дорогу. Вот это вот получается, ну как бы CBD, да, вот этот Central Business District. А вот это, я сейчас покажу поближе, похоже на такой жилой квартал, типа наши муравейники, многоэтажки. Он такой немножечко на отшибе. Но я не знаю, может быть, там тоже скоро вырастут такие же небоскребы. У воды очень красивый цвет. Мне уже несколько раз предложили нанять лодку. Вот такую. Я вот представляю, наняла я себе, значит, эту лодку, села там сверху, или снизу, наверное, лучше в теньке. И, значит, как королева просто. Что бы я делала одна на этой лодке? Даже не знаю. Может быть, меня как-то бы развлекали. No, thank you. No, it's... I don't need boat. Вот опять. Короче, за 50, за 50 получается местных денег можно... Сколько он сказал? 10 минут? Или сколько минут? Короче, за 50 тугриков можно лодку снять. Это получается $20. Я извиняюсь, я назвала их тугрики, потому что я снова забыла. Это ведь не рупии, это что-то другое. Не то, чтобы я неуважительно отношусь. Не сочтите за грубость. В общем, тут недалеко есть какая-то фастфуд территория, не знаю, что это такое. Карта показала фастфуд. Я сейчас пойду туда, что-нибудь выпью. Самое главное, водички просто хочется. Я, кстати, нигде не увидела поилок на улицах. Может быть, просто не обратила внимания. Короче говоря, наконец-то нашла супермаркет. И за 2 реала, по-моему, это реалы называется. Короче, за 2 местных деньги купила себе водички попить и мороженое. Я думаю, оно прям зайдет, потому что погода на улице жаркая. Я сижу на ступеньках, потому что все лавочки, которые мне удалось найти, они стоят прямо на солнце, что мне категорически не подошло. Короче, сейчас с удовольствием съем это мороженое. Возможно, выпью всю эту воду и пойду на метро. Поеду в аэропорт. Я так устала. Я даже не знаю, сколько я сейчас находила. Но это была разминка, что надо, конечно. А если будете использовать метро,
будьте внимательны, когда поедете обратно в аэропорт. Короче, красная ветка, она едет на вот эту вот станцию, в Акра, либо в аэропорт. И я сейчас села не на тот поезд, я села на Акра, и я поняла, что он просто проедет вот так вот прямо и не заедет в аэропорт. Ну и на вот этой станции, на которой я сейчас вышла, сказали, что нужно здесь пересесть, если вам нужно в аэропорт. И в расписании видно, что, получается, они чередуются. Поезд, который идет в аэропорт, ну вот сейчас язык сменится, и будет видно, что он через 5 минут, а тот, который я вот села, через 11. Короче, поезда все красная ветка, но они, получается, разные. А еще поезд никем не управляется. Вот и заканчивается мое пребывание в Катаре. Я сейчас уже выселилась из отеля, еще раз поела, потратила свой последний ваучер. И вы знаете, хочется сказать, что вот эта вот пересадка в Катаре, это, ну, пожалуй, был мой самый лучший вообще опыт вот из всех перелетов, которые у меня были. Пересадки. Во-первых, конечно, было классно, что можно забронировать отель совершенно бесплатно, да еще и покормили. Ну, то есть в целом ваучеров, которые они дают, может хватить на, я думаю, 2 приема пищи, ну, достаточно таких полноценных. Ну, не шикуя особо. Вот мне сейчас 2-й раз пришлось немножко доплатить. Мне понравилось очень, что в Катаре, что вот в аэропорту, в частности, отношение к людям. Весь персонал очень дружелюбный, все сделано для людей, все максимально удобно. Даже когда ты проходишь через тот же досмотр, как-то тебе не приходится таскаться вот с этими ящиками постоянно. Все сделано так, что ты как-то органично через все это проходишь. Потом, когда ты выходишь, там есть специальное место, столы, куда можно расставиться, вот как-то без ущерба для своего комфорта. И это мне очень-очень понравилось. Ну и, конечно, сам аэропорт просто невероятно красивый, уютный. Взять хотя бы вот этот вот сад, в котором я сейчас нахожусь. Это просто что-то невероятное. Очень-очень мне понравилось, поэтому всем рекомендую пересаживаться здесь. И надеюсь, что это видео было вам полезно. Спасибо вам большое за просмотр. До встречи в следующих видео.